Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить очень ароматные булочки с корицей. Это знаменитые синнабоны. Очень воздушные, покрытые нежной глазурью, они считаются рождественской выпечкой, но печь их можно круглый год. Вариантов теста, начинки и глазури много. У меня сегодня классический. Итак, для теста мне понадобится 250 мл молока, 80 граммов сахара, 7 граммов сухих дрожжей, 80 граммов сливочного масла, 2 яйца, 520-550 граммов муки, пол чайной ложки соли. Начнем, конечно же, с приготовления опары. В теплое молоко всыпаю сахар, дрожжи и 2-3 ложки муки из общего количества. Перемешиваю, накрываю пищевой пленкой и ставлю в выключенную духовку, в которой просто включаю лампочку. Если через 15-20 минут ваша опара не проявила активность, то дрожжи не работают и нет смысла продолжать, чтобы испортить продукты. Поменяйте дрожжи. Если вы любите ароматную рождественскую выпечку, у меня на канале есть очень вкусные имбирные пряники. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. У меня опара отлично подошла, можно готовить тесто дальше. Очень важно, чтобы все продукты были комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее. Еще раз просеиваю муку, добавляю соль, ванилин, яйца перемешиваю вилкой и отправляю в миску. Опару перемешиваю сначала лопаточкой, а затем руками. Я сегодня буду замешивать тесто вручную, но можно приготовить его при помощи ваших кухонных помощников. После того, как все ингредиенты объединились, добавляю понемногу очень мягкое сливочное масло и продолжаю вымешивать. Муки в тесто я положила 520 граммов, остальные 30 буду подсыпать по мере необходимости. Тесто сейчас очень липкое, но наберитесь терпения. Посыпаю стол мукой и продолжу вымешивать на столе. Очень важно не забивать тесто мукой, тогда булочки получаются воздушные и нежные. Готово. Допустимо, если тесто слегка будет липнуть. Кладу его в смазанную растительным маслом миску, накрываю пищевой пленкой или пакетом и отправляю подходить в теплое место. У меня это выключенная духовка с включенной в ней лампочкой. Тесто должно хорошо подойти и увеличиться в объеме в 2-3 раза. У меня на канале есть очень вкусные сдобные булочки с маком. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. У меня прошло около 1,5 часа. Тесто отлично подошло, можно формировать булочки. Припыляю поверхность мукой и перекладываю на нее свое тесто. Растягиваю его немного руками и далее раскатываю прямоугольный пласт толщиной примерно 5-7 мм.
Для начинки мне понадобится 70 граммов сливочного масла, 120 граммов сахара, 20 граммов корицы. Мягкое сливочное масло прямо руками намазываю равномерно по всей поверхности теста. Посыпаю смесью сахара с корицей. При желании можно использовать коричневый тростниковый сахар. Аккуратно начинаю закручивать рулет. Теперь немного распределю руками тесто, чтобы он стал более равномерной толщины по всей длине. Делить я его буду на 12 частей. Можно это сделать ножом, я воспользуюсь ниткой, так как тесто очень мягкое и легко приминается. Чтобы края булочки не раскручивались, я заправлю их под низ. Получается очень аккуратно. Так поступаю со всеми булочками. Смазываю форму сливочным маслом и выкладываю булочки. Накрываю форму с синнабонами полотенцем и даю булочкам подойти примерно полчаса. После чего отправляю их в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Режим верхний и нижний нагрев. Они должны подрумяниться и пропечься. Мои булочки практически готовы. Осталось минут 5. Самое время приготовить глазурь. Для нее я взяла 250 граммов сливочного сыра, 40 граммов сахарной пудры. У меня сыр маскарпоне, но можно взять любой сливочный сыр или жирную сметану. Добавлю сахарную пудру. Взбиваю крем до пышности. Если вы хотите, чтобы крем получился более жидким, то можете на данном этапе добавить 50 мл молока. Крем готов. Булочки тоже готовы. Не давая им остыть, смазываю их кремом. По мере того, как крем от горячих булочек начинает таять, он пропитывает синнабоны. Примерно 1/3 от всего крема я оставляю и смажу им булочки второй раз, минут через 10-15, когда они немного остынут. Вот такая ароматная и вкусная выпечка сегодня получилась. Вот так синнабоны выглядят в разрезе. Отличный праздничный вариант. Мои любимые рецепты рождественской и новогодней выпечки смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.